Hola, amigas. Сегодня новый день. Сегодня 28 октября. Сейчас где-то 22 градуса. Иду с новым микрофоном. Пробую, как звук. Скажите, как звук вам? Все хорошо слышно? И как шум от дороги. Сейчас иду за картой памяти для новой камеры. Купила новую камеру Osmo Pocket 3. Иду в Медиамаркт. Надо посмотреть, какую лучше микро-CD взять. Пришла в Медиамаркт. Что-то здесь только микро-CD SanDisk. SanDisk что-то мне не очень нравится, потому что одна микро-CD у меня перестала работать. После этого как-то я не очень хочу покупать. Я хотела Kingston или что-то, может, другое. Здесь только SanDisk и Evo Plus какой-то. Не знаю, какой даже. Это самсунговская. Но мне нужно именно для моей камеры. Поэтому не знаю. Надо продавца спросить. Спросила у продавца. Сказала, что на втором этаже, где камера, еще есть микросидюшки. Сейчас посмотрим, поищем. В раз видела, где эти камеры, теперь знаю, куда идти. Надеюсь, там будет то, что мне нужно. Если что, спрошу. Так. Утюги, швейные машинки. Вот здесь камеры. Вот вижу микро-CD. Сколько их тут большой выбор, хочу на 128 гигабайт. Так, здесь тоже, по-моему, только SanDisk. Да, только SanDisk. Надо, наверное, зайти тогда в Инглес еще посмотреть. Да, в Медиамаркте только SanDisk есть. Фирма. Я хочу посмотреть еще другие. Зашла в Инглес. Еду сейчас на складку. Магазин техники. Посмотрю там. Если здесь то же самое, тогда посмотрю. Наверное, придется взять SanDisk, потому что больше я не знаю, куда идти. В какие магазины здесь еще можно зайти. Так, ну вот я в Инглес, и здесь, да, побольше выбора. Philips есть, и Samsung. Сейчас надо будет выбрать еще Kodak. HP даже есть. Сейчас посмотрю, что мне подходит. Надеюсь, что-то подойдет. Курточка понравилась. Симпатичная. С капюшончиком. Такая вроде бы ТС-ка. Вроде бы не очень большая. 120 евриков стоит. Мой лук дня. Ставим пальчики вверх за мой лук. Еще у меня джинсовая курточка была надета, но что-то мне жарковато стало в ней, поэтому сняла. Зашла еще в отдел домашней одежды. Хочу себе присмотреть из хлопка домашний костюм. Вот, понравился один такой, не знаю, что за состав. Симпатичного, такого молочного цвета. Верх и штанишки. Очень приятный на ощупь. Цена 36. Вот, да, 36 евро. А состав у нас...
Мгм. 39 вискозы. Приятный. 39 вискозы и 55 полиэстера. Да. Ну-ка, а верх тоже есть такого оливкового цвета, но мне больше нравится бежевый. Ой, молочного цвета, точнее. Это 46 стоит верх. Мгм. Будем иметь в виду. Так, вот еще что-то здесь интересное. Так, ну это тоненькое вроде бы. Хотелось бы, конечно, хлопок-хлопок. Там приятная на ощупь, но там синтетика есть. Симпатичное какое. Тоже рубашка и штаны. Такой средний по плотности, но тоже кажется синтетика. Сейчас посмотрим. А, нет, стопроцентный хлопок. Здорово. Цена у нас 40 евро. Ну, 40 евро за костюм, отлично. Так, что еще? Такая моделька еще. Расцветка мне не очень нравится. Тоже мне не очень это нравится. Первый мне костюмчик понравился. Так, ну здесь тоже футболка просто идет. Такой у меня халатик есть, только розового цвета. Вот он халатик, как у меня. Себе купила. Очень приятный. Из хлопка. 46 евро. Так, еще вот. Есть какие-то костюмчики. Это синтетика. Так, здесь просто футболка. Тоже, по-моему, синтетика. Расцветка тоже мне не очень нравится. Так. Темный. Нет. Les informamos de que el próximo sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, nuestro centro abrirá de 10 de la mañana. Так, здесь что у нас? Здесь нету костюмов, которые бы мне понравились. Это тоненькая. Вот вроде бы плотненькие. Да. Тут расцветка, кстати, ничего. Посмотрим состав. Где у нас состав? Стопроцентный хлопок. Вот тоже хороший. Так, и цена 50 евро. То что-то такой, немножко как махровый. Приятный. Такая расцветка не очень. Гуси. Расцветка тоже не очень нравится. Вот это темновато тоже расцветка. Похож на спортивный костюм, но этот с флисом внутри.
такой утепленный вариант. Стоит 46 евро. Сейчас посмотрим состав. 50 альгадона. Ой, 60 альгадона, 40 полиэстер. Альгадон это хлопок, да. Нет, со синтетикой нам не надо. Так, ну тут ночнушки пошли. Bienvenidos a los 8 días de oro de Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre descubre los tratamientos y productos que iluminan, rejuvenecen y transforman tu belleza. Llévate tus marcas favoritas hasta con... Это что у нас тут тоненькое совсем? Похоже на шелк, что-то такое. Entra ya en los 8 días de oro de Corte Inglés. Вот еще симпатичная. Это тоже тонкая. 42 евро сейчас скидка. Мой размер как раз. Состав у нас. Не могу найти. Кстати, странный. Стопроцентный хлопок. Да, симпатичная. Такая немножко тонкая, конечно, на зиму. С халатом, если только может надевать. Это 42 еврика. Интересно. Так, такие расцветки мне не очень все. Такое мне не нравится, только вот если этот халатик. На ощупь кажется, что здесь есть синтетика. Давайте глянем. Цена у нас 50. И состав. Состав, да, стопроцентный. Стопроцентная синтетика. Ну, приятный. Ну, сейчас пошли уже такие меховые. Меховые я не люблю, потому что все синтетика. Вот еще зеленый, розовый. Это квадраты такие, как пижама. Пижама прямо спать. Вот еще вот здесь что-то интересное. Розовенькое. Это, да, тонкое. Там на зиму мне не пойдет. На весну. На позднюю. Bienvenidos a los 8 días de oro de Corte Inglés. Hasta el 2 de noviembre tienes Меховые. 25% de descuento en marcas de juguetes para todas las edades, como Playmobil, Lego, Barbie, Nerf, Small. Это тоже не очень расцветка. Такой здесь что у нас за халатик. Это симпатичный. Халатик такой. Думаю, что это тоже все синтетика. Цена 46 евро. Адемас Лакшери. Да, думаю, что, наверное, синтетика. Даже не стоит смотреть. Но красивый. Пижамки, кстати, похожие тоже на это. Халатик. Цена 46 евро. Глянем состав. «93 полиэстера, 7 эластана». Тоже плохое качество.
Такое мы не носим. В общем-то, еще больше здесь нечего смотреть. Для меня нечего. Может, кому-то что-то приглянулось. А, девочки, смотрите, какую я курточку нашла. Удлиненную. Просто шикарная куртка. Тут еще воротничок такой меховой идет. И он отстегивается. Вот, не знаю, получится у меня сейчас одной рукой расстегнуть. Вот она. Сейчас поворачиваю со всех сторон, чтобы было видно. Шикарная, просто шикарная. Мне очень понравилась. Значит, она на молнии. Попробую расстегнуть одной рукой. Получится, нет. Не получилось расстегнуть одной рукой. Так, вот, значит, смотрите, вот здесь такая меховая подстежка внизу. Она вот застегивается на пуговички. И ее можно потом отстегнуть. Вот, нижняя не отстегивается пуговица. И вот она здесь на молнии. Ее можно отстегнуть, если не надо. Если жарко, например, уже. Шикарно стоит. Около 200 евро. Мне очень нравится воротник такой. Классный. Богато этот воротник выглядит. И супер. Зашла в Starbucks. Взяла капучино себе. Всем привет. Проверка звука. Зашла в Starbucks. Взяла чашечку кофе, капучино. Отмечаю покупку новой камеры, микросидишки. Вот здесь находится Медиамаркт. И вот после Медиамаркта решила зайти в Starbucks. Он совсем рядом здесь находится. Взяла капучинку. У нас похолодало. Уже немножко уже вечереет. Проверим камеру, как она записывает. Как видео, картинка и звук. Сейчас я иду по той же шумной улице, по которой я шла раньше. Записывала на телефон. Без микрофона, как сейчас интересно будет. Мне самой интересно, первый раз иду записываю. В общем, расскажу про, как я купила микро-CD. Зашла в Медиамаркт, посмотрела там карточку. Там особенные характеристики должны быть для микро-CD, для этой камеры. Не все микро-CD подходят. Вот. И я пошла еще в El Corte Inglés. Там посмотрела. Но там тоже не было карточек, точнее микро-CD для этой камеры. Ну, определенные характеристики. Поэтому я вернулась в Медиамаркт и взяла SanDisk. Посмотрим, как она будет работать. Так похолодало, что я надела куртку. У нас, кстати, только вчера
похолодало. Первый день. Сегодня тоже, ну, с утра, точнее, днем было более-менее тепло. Когда солнышко прячется, садится, уже становится прохладно. Все, наступила осень здесь, в Валенсии. В Питере, конечно, я больше мерзла, чем здесь. Там теплее, надо одеваться. Здесь, конечно, я полегче одеваюсь. Но все равно зимой будет холодно дома. Будем выходить греться на улице. Обычно так бывает. Сейчас иду в один китайский магазинчик. Хочу посмотреть календарь на Новый год. Потому что в прошлом году я пошла покупать почти перед самым Новым годом. И уже календарей почти не осталось. Остались уже некрасивые. Сейчас иду заранее. Должны быть уже, наверное, календари. Посмотрю. Вот такой календарь взяла на 2026 год. И внутри вот так выглядит. Сейчас покажу. Вот. Маленький, аккуратненький и симпатичный. Проверка записи видео, как слышно и как видно. Все очень хорошо даже. Светло. Теперь у меня есть камера, в которой я могу записывать вечером. Светло так. На телефон так не получалось. Здорово. Мне картинка очень нравится. Просматриваю сегодняшнее видео. И кошка Сюси тут рядышком со мной. Положила лапки мне на руку. Моя девочка. Hola, amigas! Сегодня 30 октября. И сегодня на завтрак у меня чай с жасмином и мои 2 бутерброда с красной рыбой. Доедаю остатки того, что я мариновала, солила красную рыбу сама. Кстати, делается очень просто. Покупайте, ну я точнее покупаю целую рыбешку сальмона. Ее разделывают в магазине. Потом одну половинку я режу на кусочки, на маленькие кусочки, филетики, да. А вторую половинку я вот мариную, засаливаю. И потом вот с бутербродами кушаю. Очень вкусно получается. Кстати, у меня есть рецепт на канале. Посмотрите. Кстати, знаете, что я заметила? Что я накрасила ногти, да, в цвет моей, например, пижамы домашней. А также под цвет моего нового пледа. Смотрите, тоже. Сама не ожидала, как все подстроилось. Посмотрите на эту девчонку. Как можно быть такой красивой? Да? Как можно быть такой красивой? Кто это у нас тут? Ой, кто это у нас тут? Сюси у нас здесь. Да? Сюси. Сюси. Красотка. Что, девочки, мы с вами собираемся выходить. Увидимся чуть позже. Сегодняшний аромат дня у меня десерт суаве от Liquidus Imaginaires. Буду сегодня пахнуть пустыней и перчиком.
Привет всем! Я зашла в Пепко. Здесь уже и новогодние аксессуары. Есть и одежда также. Смотрите. Например, костюмчики. Такие костюмчики. Тапочки домашние. Еще такие тапочки симпатичные. Розовенькие и светло-бежевые. Смотрите, еще какие носочки. Миленькие. Также грелки на зиму, когда зимой холодно. Очень хорошо ими греться. У меня, правда, такой нет. У меня есть дома печка газовая, поэтому я греюсь печкой. Так, что у нас еще интересного здесь? А вот смотрите, новогодние тоже свечки, кружки. Ну, здесь тоже какая красота. Прихватки, разные формочки для выпекания. Такие домики симпатичные. Ну, смотрите, нашла маленькую доску. Как раз хотела такую маленькую. Это большая есть, но слишком большая. Надо взять маленькую. У меня такая штука побольше дома. Смотрите, какие нашла интересные штучки. Супницы или что это? Для чего? Просто написано Бау Визлит. Бау с крышкой. Бау, забыла, как называется. Стоит 4 евро. Симпатичные. Чтобы сюда можно было положить. Смотрите, какие чашечки тоже симпатичные. Стоит 5,50 евро. Даже какой выбор большой. Смотрите, какие еще кружки, чашки, наборчики тут целые. Очень напоминают, особенно вот эти заварные чайники. Красавица и чудовище мультик. Много здесь, кстати, чего интересного. Вот тоже какие красивые аксессуары. Ложечки силиконовые. Тоже все новогоднее. И здесь тоже какие милашки сидят. Пледы новогодние. Сколько их здесь. Новогодние украшения для елки. Еще какие домики.
Здесь дверца открывается. Можно поставить свечку внутрь, будет красиво. Стоимость 5 евро. Щеки. Лампочки. Прикроватные. Свечи. Ну и тут, конечно же, вон сколько всего новогоднего. Такие же свечки тоже есть маленькие. Пришла в Lidl. Сегодня хочу приготовить котлетки домашние. Надо взять фарш. Еще хочу посмотреть вот ягодки. Малинку и черника. Черника, правда, здесь, знаете, совсем другая. Она не такая, как у нас в России. Внутри она белая, а не синяя. И губы после нее не черные. Наверное, малинку взять надо. Какая тут хорошая. Мошки тут летают вокруг нее. Вот это возьмем. Кстати, давно не вижу здесь черного хлеба моего любимого. Почему-то перестали его выпекать. Раньше был вот здесь на полках, но сейчас его нету. Так, что у нас еще интересного есть здесь? Так, рыбку красную мы сегодня уже поели. Здесь ничего для меня интересного нету. Еще очень хочу взять шницель. Соскучилась по нему. Куриный. Вот этот печуга маринада эмпанада. Вот эта красивая упаковка. Так, еще нам надо взять фарш. Все разобрали. Пустые полки. Значит, сегодня без котлет. Вот что я очень люблю и давно искала. Не было все. Это пряники такие. С молочным шоколадом есть и есть с темным шоколадом. Мне больше нравится с молочным. Возьмем одну с молочным. И цена, кстати, цена вот, по-моему, это 4,99. Еще разные сладости здесь есть. Кстати, эти сладости только
перед Новым годом появляются. Смотрите, появились новые йогурты со вкусом вишни и вот еще с черникой. А вот еще с... так, сейчас вспомню по-русски слово. Мед. Я возьму с вишней, попробую. Цена у нас €99. Вот этот йогурт с фруктами, который я ела, это у нас с клубникой, но в Меркадоне мне больше нравится. Там побольше немножко объем, цена подороже. Здесь 89 центимов, но в Меркадоне вкус мне больше нравится. Купон надо активировать еще. Здесь есть приложение. Если активируешь купоны, то идут скидки. Так, сканируем нашу тархету Lidl. И теперь оплачиваем. Цена осталась такая же, без изменений. И чтобы теперь выйти, нужно... Вот, смотрите, сейчас закроются ворота. Вот, чтобы выйти, нужно отсканировать кодик. Ворота открылись, и можно выходить. Всем привет, друзья! Сегодня 31 октября, и хочу вместе с вами попробовать новый йогурт Гриего с вишней, который мы с вами вчера купили. Вообще по приложению Юка показывает 48 из 100, что это хороший йогурт. Ну, больше покупать, значит, не буду. Так, сейчас я его переложу. Сначала поменьше объем, потому что все я сразу не съем. Пахнет вкусно. Вишней. В йогуртах, да, я больше всего люблю вишню. Для меня это самая вкусная ягода. Потом очень люблю, конечно же, чернику. Но чернику люблю больше русскую. Она намного вкуснее, чем здесь, в Испании. Вот положила в такую чашку. Еще и добавляю иногда в йогурты льняные семечки.
И также добавляю семена чиа. Добавляю 2 ложечки. Мы это все размешаем. Ну что, давайте пробовать. Да, вполне вкусно. Очень даже вкусно. Здесь даже чувствуются кусочки черешни. Так что, кто любит вишню в йогурте или вообще вишню, советую. Еще я вчера купила такие пряники. Давайте вместе с вами я вам покажу. Вот они в такой упаковке, еще в прозрачной. Такие прянички. Очень-очень вкусные. Такие вот они внутри. Всем приятного аппетита. Ой, только посмотрите на это чудо маленькое. Куда забралась? Ощущи. Куда забралась? Девочка моя. А? Тебе там удобно? Тебе там нравится, да? А, Щущи. Очень любит разные мешки, пакеты, коробки. Все время туда собирается. Щущина. А, Щущина. Там будешь сидеть? А, Щущи. Щущи. Опа. Побежала куда-то. У нас любовь